Лидия была преданной матерью, которая очень дорожила своим сыном и была готова сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить ему успех и счастье. К сожалению, однажды он внезапно умер, и на его похоронах мать со злостью открыла гроб сына. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Лидия растила своего сына Максима в маленьком городке. У них не было больших богатств, но они были счастливы и довольны. Женщина много работала, чтобы дать сыну хорошее образование и обеспечить его всем необходимым. Она обязательно проводила с ним время и учила его важности семьи, трудолюбию и доброте. Когда Лидия была моложе, она влюбилась в Юрия, красивого молодого человека. До него она никем не интересовалась и ни с кем не встречалась. Ей было трудно доверять людям, но Юрий помог ей легко открыть свое сердце. У них закрутился роман, и через несколько месяцев отношений Лидия забеременела. Она рассказала об этом Юрию, ожидая, что он поддержит ее, но его реакция шокировала ее. Он пригрозил ей сделать выбор между ним и тем, что она носит в своем животе. В ответ Лидия напомнила ему обо всех обещаниях, которые он ей давал, но она даже не успела закончить фразу, как Юрий прервал ее и сунул ей в руки деньги. «Избавься от этого ребенка, я не готов стать отцом», — сказал мужчина и вышел за дверь, оставив ее одну справляться со стыдом, связанным с внебрачной беременностью. Несколько друзей пожалели Лидию, а другие смеялись за ее спиной и считали, что ее жизнь разрушена. Ведь ей было всего 20 лет, и у нее не было ни родителей, ни родственников. Как же она будет растить ребенка одна? Во время беременности Лидия размышляла, правильный ли выбор она сделала, оставив ребенка. Возможно, было бы гораздо проще поступить так, как хотел Юрий, размышляла она. Но как бы ни казалось это легким выходом, Лидия так и не нашла в себе сил поступить именно так. Готовая сделать все, чтобы стать матерью, девушка бралась за разную работу и начинала откладывать деньги на будущее. Работая в круглосуточном магазине, Лидия познакомилась с Верой, состоятельной женщиной, которая владела некоммерческой организацией, оказывающей помощь молодым матерям. Под руководством и при поддержке Веры Лидия смогла обрести финансовую стабильность. В положенный срок она родила красивого мальчика, которого назвала Иван. Когда она впервые взяла мальчика на руки, по ее лицу потекли слезы радости. «Мой дорогой сын, я обещаю никогда не покидать тебя. Я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать тебя», — сказала Лидия и поцеловала его в лоб. В течение многих лет она выполняла обещание, данное сыну. Они были вместе каждый день и проводили вдали друг от друга лишь несколько часов, когда Иван был в школе или Лидия работала. В подростковом возрасте Иван активно занимался спортом и был капитаном своей футбольной команды. В учебе он также преуспевал, часто получая одни пятерки. Кроме того, он был довольно красив, поэтому девушки часто бросались на него. Благодаря советам матери, он знал, как держать их на расстоянии и избегать неприятностей. После окончания школы Иван получил стипендию на обучение в колледже, вдали от маленького городка, в котором он вырос вместе с матерью. Прощаясь с сыном, Лидия испытывала горько-сладкое чувство. Хотя ей было грустно от того, что ее сын будет так далеко, она понимала, что для него это невероятная возможность осуществить свою мечту. В колледже Иван специализировался на информатике и окончил его с отличием. Вскоре после этого его приняли на работу в известную компанию по разработке программного обеспечения, где он познакомился с Ольгой, представителем службы поддержки клиентов. Они подружились и со временем прониклись романтическими чувствами друг к другу. Ольга, как и Иван, была амбициозной личностью, которая хотела получить от жизни большее. Хотя она не была такой продвинутой в своей области, как Иван, у нее были способности к развитию бизнеса и маркетингу. Поэтому она предложила им открыть собственное дело, и Иван согласился. Они провели исследование рынка, которое показало потенциальную прибыль в приложениях для ставок, и решили заняться этим. Их продукт оказался чрезвычайно успешным, превзойдя все ожидания. Они смогли нанять дополнительный персонал,
купить здание и развить бизнес в геометрической прогрессии. Но за успех Ивану пришлось заплатить. Он был слишком занят, чтобы часто навещать мать, и постоянно выматывался, чувствовал себя изможденным. Ивану очень хотелось, чтобы мать была рядом, и он спросил ее, не могла бы она переехать в город и жить с ним. Однако Лидия отказалась от его предложения, сказав, что предпочитает остаться в маленьком городке, поскольку только там она может чувствовать себя как дома. И хотя Иван с пониманием отнесся к такому решению, это не облегчило ни тоски по маме, ни боли от разлуки. Однажды Иван решил сделать матери сюрприз, проделав 6-часовой путь, чтобы увидеться с ней. Его приезд был огромной радостью для Лидии, ведь они провели время вместе, вспоминая, как жили с тех пор, как виделись в последний раз. Однако, когда Иван рассказал, что хочет сделать Ольге предложение, выражение лица Лидии сразу же изменилось. Это не осталось незамеченным ее сыном. Когда он спросил, в чем дело, мать ответила: «Судя по тому, что ты рассказал мне об этой девушке, я не думаю, что она тебе подходит. Она больше заботится о твоих деньгах и компании, чем о тебе. Тебе нужно бежать от нее. Она опасна». Впервые в жизни Иван спорил с матерью и защищал Ольгу. Он утверждал, что она неплохой человек и что когда Лидия узнает ее получше, она изменит свое мнение. Лидия была категорически не согласна, но Иван, ослепленный любовью, не смог понять слов матери и в гневе ушел. Месяц спустя он женился на Ольге. Он знал, что мать этого не одобрит, поэтому не пригласил ее на свадьбу. Иван отмахнулся от ее предупреждений, как от проявления чрезмерной заботы. Если бы только он послушал свою мать. Спустя несколько месяцев Лидия была совершенно ошеломлена, услышав новость о том, что Иван скончался, и Ольга уже назначила дату похорон. Лидия узнала, что, вернувшись из короткой командировки, Иван очень устал, заснул и больше не проснулся. Сердце матери заныло от горя. Часы, предшествовавшие похоронам сына, пролетели как в тумане. Она поспешно оделась и помчалась в город, где проходили похороны. Она отчаянно искала ответы на вопросы: почему ее сын внезапно умер и почему похороны были организованы в ее отсутствие. К счастью, Лидия приехала как раз в тот момент, когда Ивана собирались опускать в могилу. Когда она спросила, можно ли ей в последний раз увидеть сына, Ольга отказалась и приказала гробовщикам не открывать гроб. В отчаянии и ярости Лидия пробилась сквозь людей, пытавшихся ее остановить. Затем она пробралась к гробу и поспешно открыла крышку. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Лидия заметила, что грудь ее сына поднимается и опускается с каждым вздохом. Убедившись, что ее сын жив, Лидия подняла тревогу. «Мой сын жив, он не умер», – закричала она. Затем она указала пальцем на Ольгу. «Я знаю, что ты в этом виновата. Что ты сделала с моим сыном?» – прокричала Лидия. Люди были ошеломлены неожиданным зрелищем, представшим перед ними. Подбежав к гробу, они обнаружили, что Иван действительно жив. Немедленно была вызвана машина скорой помощи, чтобы отвезти его в больницу для дальнейшего обследования. Один из друзей Ивана, оказавшийся офицером полиции, присутствовал при этом и немедленно взял Ольгу под стражу. Отчаявшись добиться смягчения приговора, женщина призналась, что дала Ивану передозировку снотворного, чтобы успеть похоронить его до того, как действие препарата закончится. Когда Иван очнулся и узнал обо всем, что произошло, он пожалел, что не послушал мать. Однако он был рад, что мама спасла его, дав второй шанс на жизнь. Как выяснилось, Ольга пыталась избавиться от Ивана, чтобы получить полный контроль над его имуществом и компанией. В наказание за свое преступление суд обязал ее отказаться от всех прав на компанию и приговорил к тюремному заключению. Дорогие читатели, а как бы вы поступили на месте Ивана? Вы бы изначально поверили своей маме? Делитесь своим мнением. А если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.